Да, я сейчас сменила имидж, и начинают друзья постоянно говорить, на кого я похожа стала. Постоянно говорят мне, на кого я похожа, а я их об этом ни разу не просила. Ни разу не было диалога, чтобы я другу такая: а можешь пару вариантов накинуть мне? На кого? Они сами всегда ищут, VPN выключают, сами ищут минут 10, показывают мне фото, и там всегда урод какой-то. Ни разу никого красивого не было. Не было ни разу, что такие: Анджелина Джоли, 91 год, фильм «Прерванная жизнь». Это ты. Там скорее сын Анджелины Джоли. Последний раз гуглили минут 10, показывают мне фото Тефеста. Говорит: ну вот же, это ты! Если, кстати, кто-то не знает, как выглядит Тефест, точно так же, как я. Да, вообще, МТС, раз в месяц в поддержку им звоню. Последний раз мне говорят: здравствуйте, вы Тарасевич Вероника Геннадьевна? Я говорю: это я. Они такие: как я могу к вам обращаться? Я думаю, ну как-нибудь покороче. Мы тут все равно надолго. Всегда же все долго в службе поддержки. Мне как-то включили мелодию на ожидание другого оператора на 15 минут. Я шла по городу в наушниках, слушала эту мелодию. В какой-то момент забыла, что жду оператора, и думаю: а что у меня за хуйня играет? И переключаю вот так 2 нажатиями, такая: все, заново! Но я не виню сотрудников поддержки, потому что это самые терпеливые люди на свете. Прикиньте, они каждый день объясняют нам одно и то же и не злятся при этом. Я не такой человек, потому что не могу долго что-то объяснять кому-то. Я маме как-то пыталась объяснить, как Wi-Fi подключиться в новом месте. Я на 2-й минуте говорю: слушай, мам, я не люблю тебя. Все, я передаю трубку другому сотруднику: звони брату. Реально, потому что, они не могут разозлиться. Я, если бы работала в поддержке, я бы, наверное, была бы ужасным сотрудником. Мне бы позвонили по проблеме, которую я только что объяснила. Я бы сказала: слушайте, я уже все Владимиру объяснила. Звоните ему. Да, человек не может разозлиться в службе поддержки, потому что его уволят. Он может это сделать 1 раз перед увольнением. Я хочу попасть на такого сотрудника. Чтобы я звоню, он такой: здравствуйте, что у вас? Я говорю: интернет не работает. Он такой: мне похуй, у меня работает все. Роботов начинают водить, чтобы все лучше было, да? Когда мы звоним в поддержку, отвечает робот. Кого это бесит? Похлопайте. Всех! Нас всех бесит, когда отвечает робот. И я понимаю, почему. Потому что робот часто не считывает эмоции и мат людей. А я, когда звоню, я в превращаюсь. Робот такой: здравствуйте. Я такая: алло! Человека позовите! Мне в последний раз робот говорит: здравствуйте, ваша проблема. Я говорю: у меня интернет не работает. И робот такой: не молчите. Чтобы тебя понял робот, надо самому разговаривать как робот. В итоге он такой: ваша проблема, и я уже стою: проблема с интернет-соединением. Хорошо, что еще в службах экстренной помощи нет роботов, согласны? Потому что было бы ужасно, если бы я, например, звонила в полицию и такая: господи, насилуют, помогите! И мне в ответ: не молчите. Не, вообще, мне нравятся технологии. Я люблю расплачиваться картой везде, это удобно. И более того, каждый раз, когда я думаю, где все мои деньги, я открываю Сбербанк онлайн, история операции, такая: а, это я их потратила? Потому что, когда у меня появляются наличные, я потом их трачу где-то, пересчитываю, все время ощущение, что кто-то спил. Там всегда меньше, чем должно быть. У меня как-то еще жила подруга в квартире, у меня там были наличные деньги. Я оставила, но не помню, сколько было. Но по ощущениям было дохуя. Если честно, она у меня жила, уезжает, пересчитываю, думаю: ну, не дохуя. Возможно, взяла, возможно, немного. Но я даже спросить ее не могу, потому что будет тупой диалог. Она такая: я говорю: Настя, ты не брала деньги? Она такая: а сколько было? Я такая: я не знаю. Мы с ней потом еще в кафе пошли, и там кассир говорит: а вы наличными или картой расплачиваться будете? И она такая: наличными. Я думаю: интересно, откуда у тебя? Интересно. Она потом деньги из кошелька достает. Я говорю: у меня дома такие же лежали. Вообще еще по QR-коду можно чаевые оставить. Вы как, оставляете чаевые? Точнее, вы больше наличными или по QR-коду оставляете? По QR-коду. Сейчас круто, да, там пишут еще официанты, на что копят деньги. Видели, да? Там они такие: коплю на свадьбу, на путешествие. Я это читаю, думаю: ну мне тоже поэкономить надо, конечно. Я бы на месте официантов манипулировала людьми сильнее.
Я бы писала что-то типа «коплю на пуховик» для своей маленькой доченьки. Мама ушла от нас. Мама ушла от нас, когда ей было 3, на сапожке она сама заработала моет посуду у нас в ресторане. И вообще, я думаю, сложные работы в сфере услуг, работать официантом трудно. Я думаю, вообще, по сути, все люди оказывают услуги, просто они разные. Вы согласны, что каждый из нас в этом зале оказывает кому-то услугу? Реально, это так. Просто у кого-то услуги тяжелее. А похлопайте, кто не похлопал. А вы чем занимаетесь? Расскажите. Я врач. Вы думаете, это не услуга, а благословение? Я думаю, что это помощь. Помощь. Круто. Я тоже тогда буду думать, что это помощь. Я помогаю людям улучшить настроение. Тоже можно рассматривать как помощь, да? Можно, наверное. А вы чем занимаетесь? Вы не похлопали. Менеджер? Тут спорить не буду. Да, я просто думаю, некоторые люди оказывают услуги сложнее. Вот, например, курьеры. Мне кажется, курьерам сложно работать, и поэтому мне всегда стыдно открывать им дверь. Когда я вижу, что он поднялся ко мне без лифта на 4-й этаж в этом пуховике, а я такая думаю, а где штаны? А штаны где мои штаны? Сейчас, подождите, штаны найду, сейчас, не уходите. Поэтому стараюсь всегда нажимать «оставить у двери», чтобы не пересекаться с ним. Но если... Ну вот я вижу, что ему хуёво, поэтому если открываю дверь курьеру, делаю вид, что мне тоже хуёво. Вот последний раз открыла дверь курьеру, говорю, меня муж бьет. Мне это мороженое не съесть, мне приложить к ране. Спасибо большое, что привезли. Сложно работать курьером. Меня подруга недавно спросила, слушай, а сколько максимум 5-литровых бутылок воды я могу заказать? Максимум. Вот кто сколько заказывал максимум, скажите? Есть люди, которые 5 заказывали? Ну, он потом ко мне за***ный после вас, наверное, и приезжает. 5 бутылок воды, он еще привозит, говорит, а можете на кухню? Я как я это подниму, по вашему мнению? Как я это сама подниму? Реально, я подруге говорю, слушай, представь, что ты взяла 10 литров воды в магазине, купила, и несешь их домой не к себе. А когда тебе откроют дверь, ты должна сказать спасибо за заказ. Ни себе. Если бы я кому-то несла 10 литров воды на велосипеде, в пуховике с рюкзаком в -10, поднялась на 4-й этаж без лифта, мне бы открыли дверь и сказала, иди нахуй. Если бы меня еще этот заказ попросили оставить у двери, я бы оставила, но подождала, пока дверь открыли. Я бы человеку прям в глаза посмотрела и сказала, знаете, лучше эту водичку не пейте. Да, мне 27, мне вообще 27. Я в отношениях, но замуж, если честно, не хочу, потому что парня у меня нет. Ладно. Но у меня был секс с парнем. Был секс с парнем у меня как-то. Я не особо хотела, но я человек слова. Обещала, надо. Да, это мой первый секс с парнем. Очень неловкое мероприятие вообще, первый секс. Было все очень неловко. В какой-то момент он смотрит, говорит, возьми его! Я смотрю, говорю, думала, ты его взял?